Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание деньгам и поговорим о том, где же нельзя хранить деньги в доме. Иначе такими своими действиями вы можете привлечь бедность, нищету и безденежье в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Почаще заходите на наш канал. Здесь много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, изобилия и достатка. Многие из людей, которые имеют деньги или которые собирают деньги на какие-то определенные цели, не доверяют свои сбережения всевозможным банкам и финансовым и небанковским финансовым учреждениям. И, конечно же, предпочитают хранить деньги у себя дома. Вы знаете, это хорошо, с одной стороны, когда деньги находятся при вас, и вы в любой момент можете взять эти деньги и пойти рассчитаться, расплатиться и так далее. Потому что нужно понимать о том, что банки и эти учреждения, в которых мы можем хранить деньги, достаточно не те структуры, которые, если что-то произойдет, то, к сожалению, мы не сможем иметь доступа. И деньги сами по себе – это довольно капризная сфера жизни для каждого из нас. И вы знаете, небрежное отношение к себе, к деньгам, и это приводит к тому, что вы можете мечтать о богатстве, об изобилии, но если вы неправильно обращаетесь с энергией денег, то ни к чему хорошему это не приведет. И вы знаете, наши предки помнили о том, что в доме должен быть всегда порядок, всегда должна быть чистота. И понимали и знали, где могут находиться деньги в доме, а где ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя не то чтобы хранить, даже оставлять деньги. И следует всем нам соблюдать эти несложные правила, которые и гарантируют финансовое благополучие нашей жизни. И, конечно же, мы должны понимать, что хранилище для наших денег должно быть не только безопасным, но и энергетически сильным. Это очень важно. Поэтому обязательно держите всегда деньги подальше от всех приборов, которые вырабатывают огонь и пламя. Как вы понимаете, это разрушительно действует на денежные купюры. Возможно, вы даже не знали о том, что все-таки есть определенные места, где не следует хранить свои деньги, иначе в противном случае вы можете забыть об успехе, вы можете забыть о финансовом благополучии. Итак, где же небезопасно хранить деньги? И, друзья, вы должны понимать, что энергетически сильным местом, где рекомендуется хранить все ваши сбережения, это юго-восточная часть дома или вашей квартиры. Вы спросите, а как же узнать юго-восток? Сейчас у нас на всех их телефонах есть, можно скачать приложение «Компас», с помощью которого вы можете и определить для себя, где же у вас будет юго-восток. Если вы разбираетесь в направлениях света, то это идеально. И вы знаете, об этом месте ни в коем случае нельзя забывать, потому что все равно у каждого из нас есть места, где деньги хранить точно не стоит, для того, чтобы изобилие, богатство, процветание не уменьшалось. Итак, во-первых, храните деньги подальше от входной двери. Никакие накопления нельзя хранить около дверей, потому что через двери энергия денег будет уходить, утекать из вашего дома, а вы любезно открываете им просто проход. Далее, где еще нельзя хранить деньги? Это прихожая. В этом помещении скапливается невероятное огромное количество отрицательной энергии. И эта энергия входит в ваш дом, когда вы открываете двери.
Обращаем ваше внимание, когда вы приходите домой, первая комната, которая вас встречает, это ваша прихожая или это ваш коридор. И обращайте внимание, когда вы заходите в дом, вы начинаете снимать одежду, обувь и так далее. Вы таким образом и энергию тоже в коридоре оставляете. Поэтому вы должны понимать, что там есть негативная энергетика, и ни в коем случае она не должна пересекаться с финансовыми потоками в вашем доме. А потому и прихожая категорически не подходит для того, чтобы в ней хранились деньги. Следующее это у нас спальня. И вы должны знать о том, что хранить деньги, особенно в больших количествах, не следует в спальне. Деньги, знаете, здесь словно впадают в спячку, в сон, а значит, они не будут накапливать, и вы таким образом деньги будут засыпать и не будут работать на вас. Да, есть практика, когда вы можете зарплату класть на одну ночь под матрас, но всего лишь на одну ночь, не больше. И все равно после этого нужно брать эти денежки и подбирать им другое место. Куда еще нельзя класть деньги в вашем доме или в квартире? Это же, конечно, туалет и ванная комната. Наверное, вы в разных фильмах смотрели, видели, что деньги или ценности прячут в сливном бачке унитаза. И вы должны понимать, что такой подход тоже нам не подходит, потому что ни ванная комната, ни туалет априори не могут стать хорошим местом для наших сбережений, потому что они словно уплывают от своих хозяев. Подумайте сами, что там происходит слив энергии, плохих энергий и разрушительных энергий, и вы отправляете туда деньги. Также ни в коем случае не храните деньги в фотографиях, в книгах. Да, многие, к сожалению, может, к счастью, еще с советского времени привыкли свои все заначки прятать в книгах или в фотоальбомах. Если вы так делаете, то, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что деньги у вас просто долго не задерживаются. А все дело в том, что эти предметы нередко являются источниками отрицательной энергии, а потому держать рядом с ними деньги просто противопоказано. Следующее место, где деньги ни в коем случае нельзя держать, это под матрасом. Ни в коем случае никогда не прячьте под матрасом свои сбережения или под подушкой. Запомните, это не лучшая идея. Считается, что купюры, они способны впитывать энергетику своих прежних обладателей. А она, как вы знаете, не всегда бывает положительной. Поэтому деньги, которые находятся вблизи спального места, могут передавать отрицательные вибрации человеку, что негативно сказывается на его эмоциональном и физическом здоровье. Кроме того, считается, что деньги под матрасом, они в какой-то, степени засыпают, и в результате ваше материальное положение ухудшается. Поэтому мы и также не рекомендуем прятать деньги в личные какие-то ящики или ящики с постельным бельем или со шкафом для одежды. Обращаем ваше внимание, что это также считается неудачные места для хранения денег в вашем доме. Также обращаем ваше внимание и на всевозможные электрические приборы. Эти предметы становятся источниками негативной энергетики, поэтому не стоит располагать купюры рядом с телефоном, с планшетами, с телевизорами, с микроволновой печкой, с какими-то обогревательными приборами. Также никогда не храните деньги и в светлом месте, так как считается, что деньгам это не нравится, поэтому прячьте в кошелек всегда или в какое-то темное место. Например, купите для денег, которые вы собираете на определенные цели, купите конверты. Или сейчас, возможно, вы видели, продаются такие красивые сундучки для денег или шкатулочки, но деньги всегда должны быть у вас в темном месте. Обращаем также ваше внимание, что
что деньги никогда не нужно стягивать резинками и всевозможными держателями. Считается, что деньги, они должны дышать. В ином случае они сжимаются и утягиваются. Таким образом, все новые каналы поступления, которые у вас сейчас есть, со временем начинают сужаться, закрываться. А чтобы этого не было, не нужно так поступать с деньгами. Где же правильно хранить деньги? Вы знаете, лучше всего, если вы будете хранить их на кухне, потому что у кухни удивительно положительная аура. И если вы разместите еще на кухне всевозможные денежные талисманы, например, вы можете установить небольшой аквариум с рыбками, но помните, что чрезмерное количество декора тоже может, наоборот, привлечь в вашу жизнь бедность. Поэтому все нужно обязательно в меру. И обязательно смотрите так, чтобы деньги у вас всегда находились так, чтобы вы могли легко их взять и не забывать, где они у вас лежат. И старайтесь поменьше кому рассказывать о том, где у вас деньги. Вот, друзья, теперь вы знаете, какие места в вашем доме, где ни в коем случае нельзя хранить деньги и почему. Для того, чтобы не привлекать бедность, нищету и другие негативные факторы в свою жизнь. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами услышимся уже в следующем видео.